что, если бы за считанные минуты весь мир, который мы знаем о BTS, изменился? Этот вопрос прогремел, словно молния посреди безмятежного неба, сотрясая стены дискуссионной комнаты фандома и распространяясь по социальным сетям со скоростью, которую не могли остановить даже алгоритмы. Новость о Чингуке, который, как говорят, стоит перед самым сложным выбором в своей карьере и жизни, взорвалась. И когда публика еще не успела оправиться от шока, появился другой голос. Глубокий, резкий, эмоциональный. Тэхён наконец заговорил. Без предупреждения, без намека, без возможности для фанатов подготовиться. Так что же произошло? Почему два имени, которые были символами тепла в BTS, внезапно оказались в центре эмоциональной драмы, поглотившей внимание всего мира? Никто не ожидал, что это утро превратится в бурю. Никто не ожидал, что за последние 21 минуту цифрового времени мировые тренды будут сбиты с толку одним единственным постом, одним единственным предложением, одним единственным мгновением, настолько быстрым, что оно показалось мгновением истории. Чингук, золотой Макне, известен тем, что всегда держит слово, четко сохраняя границу личного между собой и публикой. Но сейчас он стоит на невообразимом перепутье, за ним наблюдают миллионы глаз, его освещают тысячи СМИ, его обсуждают фанаты по всему миру. И когда он, кажется, еще не закончил говорить, Тэхён, в более мягкой, но настойчивой манере, заполняет паузы признаниями, которые разрывают тишину на эмоциональные фрагменты. Дело в карьере? В BTS? В личных отношениях, которые до сих пор были лишь предметом догадок фандома? Вопросы закружились, как круги по воде от брошенного большого камня. Ни у кого нет точного ответа. И все же каждый чувствует потребность понять, что происходит на самом деле и как все может так быстро обернуться. Потому что в публичной ситуации такого масштаба неопределенность – это топливо для любопытства. Чем меньше известно, тем сильнее желание вникнуть, интерпретировать и сделать выводы еще до того, как станет известна истина. Этот момент начался с чего-то, казалось бы, незначительного, короткого поста с двусмысленными нюансами. Предложение Чингука, теплое, но с горькой нотой, словно кто-то прижимает что-то тяжелое к груди. Не знаю, правильное ли это решение, но мне нужно выбрать. Время остановилось для многих армий из разных часовых поясов. Азия, Америка, Европа почти одновременно задавались вопросом, что же стоит за этой фразой. Речь идет о его развивающемся музыкальном проекте, полном ожиданий. Речь идет о беспрецедентном личном давлении за сценой и ярким светом камеры. Или, может быть, о чем-то более чувствительном, более личном, более хрупком. В течение нескольких минут хэштеги вспыхнули в Твиттере и других социальных сетях, словно искры, горящие на сухом поле. Но настоящая буря началась, когда Тэхён, известный своим спокойствием, но глубокой чувствительностью, написал нечто не менее удивительное. Иногда человеку нужно выбрать то, что делает его свободным, даже если это причиняет боль всем нам. Предложение было написано не просто так, это был эмоциональный взрыв, который, казалось, приоткрыл завесу, долго скрывавшуюся. Не было никаких подробностей, никаких имен, но весь мир знал, о ком идет речь, и почему эти два сообщения ощущались как два биения сердца, молча отвечающие друг другу. Но что означает свобода? Для человека, который с юности жил в центре внимания, свобода – не просто слово. Для обычных людей свобода может означать время отдохнуть и вздохнуть. Но для мировых айдолов свобода – гораздо более широкое понятие – самоидентификация, комфорт, способность быть собой без миллионов ожиданий. Говорит ли Чингук о будущем своей карьеры? О будущем сольного исполнителя? О своих отношениях с другими участниками группы, которые вместе прошли через радости и горе? Домыслы возникали быстрее фактов, словно туман, поглощающий свет. Аналитики начали обсуждать возможность серьезных перемен в индустрии. Фанаты пытались разобрать сообщение за сообщением, связывая небольшие моменты из прошлого в масштабные истории, которые могли быть правдой, а могли и нет. Но самым поразительным фактом было не то, что Чингук или Тэхён сказали, а то, чего они не сказали. Тишина между их словами вызывала гораздо больше страха и любопытства.
Некоторые фанаты вспоминали небольшие моменты, которые теперь кажутся более значимыми. Задумчивый вид Чингука во время трансляции в ливе, все более частые разговоры Тэхёна об усталости и взрослении в интервью, изменения в музыкальных предпочтениях, стилях и их взаимодействии во время перерыва в группе. Все это теперь ощущается как пазл, ожидающий своего решения. Но создает ли этот пазл картину, которую мы представляем, или лишь отражение теней, которые мы сами себе интерпретируем? Существует и более спокойная, более рациональная точка зрения, которая рассматривает это как этап личностного роста. Взрослая жизнь предполагает серьезный выбор, и не каждый выбор можно сделать, чем-то пожертвовав. Иногда жизнь ставит нас перед выбором между тем, что мы любим, и тем, что нам нужно. Иногда успех приводит нас к самым серьезным дилеммам, потому что вершина всегда приходит с невидимым одиночеством. Чингук, возможно, стоит перед творческим решением, которое определяет его музыкальное направление. Тэхён, возможно, поддерживает себя и своего лучшего друга словами, которые кажутся поэтичными, но многогранными. Однако другая часть сообщества не могла игнорировать возможность того, что это нечто большее, чем просто музыка. Отношения между людьми могут быть гораздо сложнее, чем кажутся. Социальное давление, ожидания фанатов и контракты с музыкальной индустрией могут стать эмоциональным бременем, которым трудно делиться. Некоторые осторожно задаются вопросом, связано ли это с внутренней динамикой BTS, с жизненными путями, которые начинают расходиться, с дружбой, проверенной временем и расстоянием. Но сейчас кто, кроме них самих, знает наверняка? Мир просто наблюдает за ними из-за стекла, угадывая невидимые движения сердца, сочиняя истории из теней. Мы не видим разговоров, которые происходят в их личных пространствах. Мы не слышим сдавленного дыхания или тихого смеха, который может возникнуть в тишине. Мы видим лишь отрывок, возможно, 1% реальности, но пытаемся глубоко понять целое. Что произошло после 21 минуты? Мир не остановился. Реакции продолжали литься рекой. СМИ начали следить за официальными аккаунтами агентства. Поклонники присылали сообщения о поддержке, в то время как другие пытались затуманить ситуацию сенсационными мнениями. Но появилось нечто более важное – уязвимый момент. Момент, который учит нас, что айдолы – люди. Они чувствуют, они выбирают, они сомневаются. Они сильны и в то же время остаются хрупкими в любой момент. Когда Тэхён заговорил, он не просто ответил, он открыл пространство для сочувствия. В его словах чувствовалась поддержка, как у человека, знающего бремя сложного выбора. Поощрял ли он Чингука не сдерживаться? Или же он обращался к публике, напоминая нам, что решение человека не зависит от мира? Постепенно эмоциональность этих разговоров все больше напоминала бурю, которая не только разрушает, но и питает. Страх учит нас принимать. Вопросы помогают нам искать. Молчание помогает нам слышать. Возможно, это новая глава в их путешествии, не конец, а преображение. А каждое преображение требует землетрясения, которое сотрясает фундамент. Если Чингук действительно принимает важное решение, означает ли это перемены в BTS? Или это просто личный этап, который сделает его сильнее? Если Тэхён говорит так открыто, означает ли это, что их дружба по-прежнему крепка, или же ей предстоит самое серьезное испытание? Ответов пока нет, но одно можно сказать наверняка. Мир стал свидетелем чего-то очень редкого, чистой честности двух людей, выросших перед объективами камер. И всего за 21 минуту история фандома изменилась. Как бы ни закончилась эта история, этот момент запомнится как поворотный. Как день, когда Чингук стоял на распутье своей жизни, а Тэхён стоял рядом с ним со словами, которые, возможно, запомнятся навсегда. Возможно, красота этой истории не в ответе, а в пути к нему. Мир ждет. Дыхание затаено. Сердце бьются от любопытства. Потому что каждый хочет знать, что произошло на самом деле, и какой выбор Чингуку предстоит сделать в конце. Ответ может прийти не сегодня и не завтра, но когда он появится, история это заметит. Все началось с одного предложения, одной смелости сказать и 21 минуты, изменившей все. С
тех пор, как всплыл первый пост Чингука, а вскоре за ним и высказывание Тэхёна, мир фандома превратился в гигантский конференц-зал, тлеющий от теорий, анализа и беспокойства. Никто не может точно сказать, в чем суть проблемы. Но именно эта неопределенность заставляет ситуацию развиваться подобно пожару, пожирающему сухой лес. С каждой секундой, начиная с 21 минуты, история словно движется в непрерывном движении, подталкивая нас к исследованию, изучению и пониманию того, что мы и представить себе не могли. И вот мы вступаем во вторую половину, более мрачную, более приглушенную, более пронзительную. Что, если все началось задолго до того, как, казалось бы, началось? Что, если сложный выбор Чингука и заявление Тэхёна были не спонтанной реакцией, а кульминацией того, что они так долго скрывали? Представьте себе тихую комнату. Ни камер, ни прожекторов, ни шума концертной публики. Когда-то их было 7, но время увело каждого по своему пути. По мере развития сольных проектов, по мере того, как их голосы разветвляются, словно ветви дерева в поисках нового света, постепенно образуется пустота. Многие не понимают, что тишина не означает бездействие. Иногда именно в тишине зарождаются конфликты. Вернемся к более отдаленному моменту, за полгода до публикации, потрясшей публику. В непринужденном прямом эфире Чингук как-то сказал с легкой усмешкой: «В последнее время я много чего перепробовал. Иногда боюсь, что ничто не подходит». Фраза, которая поначалу казалась легкой, теперь кажется предвестником того давления, которое привело его на перепутье, упомянутое 21 минуту назад. Речь идет не только о музыке, возможно, о самоидентификации, которую трудно сохранить, когда мир постоянно требует совершенства. Тем временем Тэхён в нескольких интервью однажды сказал: «Быть взрослым значит дистанцироваться от себя прежнего». Публика восприняла это как философию, но теперь кажется, что это готовит нас к грядущим переменам, или переменам, которые уже происходят между ними. Но почему все взорвалось именно сейчас? Не в прошлом месяце, не в следующем году, а сегодня. По мнению некоторых наблюдателей за корейской индустрией развлечений, подобные решения не принимаются без серьезных факторов. Возможно, Чингук переживает эмоциональный перелом. Могут быть внутренние дискуссии, и тяжелые. Возможно, существует невидимое внешнее давление. Возможно, дружба проверяется расстоянием, временем, амбициями и ожиданиями. Вопрос в том, готовы ли мы услышать самый болезненный вариант? За легким подшучиванием и короткими взрывами смеха на экране зрители, внимательно следившие за происходящим, начали ощущать нечто иное, почти невидимое напряжение, которое исходило не от слов, а от пауз, едва заметных движений и того, как оба избегали встречаться взглядами. В этом не было откровенной драмы. Возможно, именно поэтому это выглядело еще более драматичным. Из угла комнаты донесся тихий звук шагов, почти заглушенный тихим стуком кухонной утвари. Чингук, сосредоточенно смешивавший ингредиенты в миске, внезапно замер. Движение оборвалось в воздухе, словно что-то или кто-то тихо отвлек его внимание. Камера продолжала работать, но атмосфера едва заметно изменилась, словно сама комната затаила дыхание. Когда фигура прошла за кадром, на мгновение, всего на долю секунды, фанатов хватило, чтобы взорваться вопросами: «Это действительно он?». Вопрос распространился как лесной пожар, заполнив форумы, сообщества и длинные аналитические ветки, которые разбирали каждый кадр, словно каждый пиксель таил в себе скрытую подсказку. Но напряжение в этот момент придавало не само кратковременное появление, а выражение лица Чингука после этого. Вместо шока или паники он выглядел так, будто внезапно потерял дар речи, не от страха, а словно скрывал что-то, чего не был готов раскрыть. Его улыбка померкла, голос смягчился, и на мгновение он просто уставился на кухонный стол, мысли его были явно где-то далеко. Для некоторых зрителей это был всего лишь незначительный момент. Но для тех, кто годами следил за взаимодействием участников, даже малейшее изменение в поведении могло стать знаком. И с этой секунды теплая, непринужденная прямая трансляция превратилась в водоворот вопросов, тайну, не созданную драмой, а рожденную чем-то недосказанным.